Сейчас мы начнем по приветствию. Майка Гана рассказывает про KuCoin и все, что с ним связано. Далее, после этого у нас будет спикер из MXW. После нее будет Blockcloud. Опять небольшой перерывчик. Поиграть, еще раз попить, поесть, покурить. Далее мы послушаем Акрополис. После Акрополиса будем слушать Forbidden Forest. И после этого будем задавать вопросы Майку Гану. 5 лучших вопросов получит наш мерч. Вот, поэтому подумайте над вопросами, то, что понравится, будем вас за это благодарить. И как в самом конце у нас будет небольшая викторина, как в прошлый раз, кто был, тот знает. И общая фотография, поэтому фоткайтесь, не знаю, шерите куда хотите. И я вам представляю нашего генерального директора Майка Гана. Please. Welcome to Russia. Here's your microphone. Private. One second. I am sorry. I also want to introduce your translator, which is Konstantin. He will be helping out. Константин будет помогать, так как я еще не научилась говорить на китайском. OK， 我今天用中文演讲，因为我想和大家尽可能的分享一下我的一些想法和故事。Я буду говорить по-китайски, чтобы мне так будет легче передать все, что я думаю, и рассказать о своем деле, занимаюсь. 在整个开始之前，其实我想讲一下，这是我第一次自己去参加Митап。Это такое мероприятие, как сегодня проходит, это первый раз, я в нем участвую непосредственно сам. 因为过去的2年，其实我花了非常多的时间在打造我们的产品、我们的系统。我认为，对于一个交易所来说，它是一个非常重要的一个基础。Поскольку предыдущие 2 года я тратил все свои силы на то, чтобы разрабатывать и совершенствовать наш продукт, поскольку для электронной биржи качество исходного программного продукта это самое главное. 现在2年过后，KuCoin 已经取得了一定的成绩，然后我想，通过更多这样直接的交流，让大家去理解，KuCoin 是一家怎样的公司，它的创始人是怎样，我们未来的愿景是怎样。Но сейчас за 2 года у нас уже накоплен определенный опыт, есть какие-то успехи, и настало время рассказать, что такое KuCoin, какие у нас видения перспектив, ну и какие у нас, чего мы достигли. 这里有我的一些简单的介绍。其实我很少在外边去给大家去讲。我个人是从8岁开始编程。我们整个KuCoin的团队其实都是非常早期的科技的忠实的追随者。Здесь на слайде написано вкратце о том, чем занимался я раньше. Я начал заниматься компьютерными делами с 8 лет. Все мои коллеги, тоже считайте, с детства занимаются разработкой и компьютерными программами. 在8岁接触网络过后，我发现科技带给了我非常多不一样的感受。它让我和全世界不同的人可以通过网络进行交流。Я впервые вышел в интернет в 8 лет и столкнулся с целым миром возможностей, знаний и огромным кругом людей, с которыми мне было очень интересно общаться. 我在14岁的时候创立了我的第一个商业网站，当时通过 Google 每个月有1万美金的收入。В 14 лет я разработал свой первый профессиональный веб-сайт, и в течение месяца я зарабатывал при помощи через Google на нем 10 тысяч долларов заработка. 在18岁的时候，我大学2年级，我创立了我第一家互联网公司。В 18 лет, когда я учился на 2-м курсе университета, я создал первую свою интернет-компанию.
其实在这家公司最终没有成功，但是在同一年08年，我在一个很偶然的机会，我看到了中本聪的白皮书，关于比特币。Эта интернет-компания, к сожалению, не получила коммерческого успеха, но в 2018 году я вдруг наткнулся на книжку, где рассказывалось про биткоин. 正好是那一年，我在一个论坛上面，注册，然后呢，这个论坛送了我有大概2个比特币。Я по случаю зарегистрировался на одном из сайтов, связанных с биткоином, и мне в качестве премии за регистрацию подарили 2 биткоина. 那个时候比特币非常便宜，然后呢，我以一个技术爱好者的身份，我开始去尝试挖矿。Но в тот момент очень дешевый, мало стоил биткоин, вот, и я, в общем, так баловался с ним, с этим деньгами. 对，然后正是这个经历让我去看到呢，就是比特币这样一种，它有一种魔力，它可以让全世界互不认识，甚至不同肤色、说着不同语言的人，可以为一个虚拟的系统一起去贡献他们的力量。Но в процессе вот этого игр с использованием 2 биткоинов, которые у меня были, я убедился, что этот инструмент позволяет людям из разных стран, говорящих на разных языках, находить что-то общее и как-то двигаться вместе. 所以之后我就一直在参与挖矿，从12年到17年，我个人其实一直在整个行业里边去挖掘比特币，然后在全球非常多的早期交易所进行交易。Ну, я начал с игр, но с 12 по 17 год я слушаю шеядов Шитиня, 12年到17年, 12 по 14 год, по 17 год, я в результате набрался опыта общения и сделок с биткоином, участвовал во многих криптобиржах и не только майнингом занимался, но и торговлей биткоином. 在这个过程中，我有因为交易所 MXW 损失过非常多的比特币，我也去看到有非常多的交易所，他们给我的用户体验、客户体验非常的不好，他们系统也不稳定。В результате этого опыта я понес большие убытки при крушении биржи MXW. И столкнулся с тем, что программы плохие и ненадежные, и отношение к клиентам-пользователям не очень хорошее. То есть я хлебнул горе. 所以我认为我可以和我的团队去创造一个更好的一个服务体验。И у меня закралась мысль, что я со своими коллегами могу создать действительно значительно более хороший, успешный программный продукт, чтобы этого избежать. 我们用最基础的一个技术，还有我们团队特有的继承于中国团队的对于服务的重视，我们相信这一点的话，其实可以让整个行业变得更好，所以我们创建了KuCoin。Ну и мы все загорелись одной идеей для того, чтобы выдвинуться в первых рядах на основе, так сказать, китайского большого рынка биткоина и создали то, что мы сейчас называем KuCoin, такую систему, которая нам нравится и другим людям тоже нравится. 在KuCoin的2年的时间里边，其实我们花了很多的时间在打造整个基础设施上面。В те 2 года, что существует платформа KuCoin, основные наши силы были потрачены на то, чтобы создать
математику, то есть именно базовую часть всего этого механизма. 因为我认为其实当前整个行业处在非常的早期，在基础设施没有完善之前，你过多的去强调用户，其实不一定是一件好的事情。Потому что я уверен, что на ранней стадии развития нашей отрасли, которая сейчас действительно еще в младенчестве, заниматься пользовательскими какими-то программами, больше привлекать как-то людей, которые будут уже потом использовать, пока еще рано. Надо, чтобы сердцевина работала и была совершенной. 接下来我会去讲一下我们已经有的一些产品，然后还有在接下来的几个月内我们会逐步上线的一些产品。Ну, мы уже переходим к практически пользовательски ориентированным продуктам. Я могу про них рассказать, а также рассказать о том, что у нас уже есть сейчас, и о том, что будет ожидается в ближайшие несколько месяцев. 这张图是在6个月过后，整个KuCoin会形成的一个产品矩阵。Здесь на этом слайде видно те продукты, которые у нас будут полностью завершены через 6 месяцев от сегодняшнего дня. 其中有几个新产品是我们即将在今年的12月份上线。Несколько из них уже будут готовы в декабре этого года. 首先是 POW 矿池，然后还有 Lending 的借贷。Значит, это продукт POW и Lending. KuCoin 在2年的时间里边，我有一些关键的一些数据也想和大家去做一些分享。Я хочу рассказать о тех основных цифрах, которые сформировались за 2 года работы в системе KuCoin. 当前我们有超过500万的用户，而且在整个行业里边，KuCoin是所有用户的分布最广泛的一个交易所之一。我们有超过100个国家的用户。У нас более 5 миллионов пользователей, и мы среди всех систем, работающих с биткоином, самая распространенная по миру система. Наши клиенты работают в 100 странах, больше, чем в 100 странах мира. 而且KuCoin还有一个非常不同的点是KuCoin 的所有的交易系统，我们的所有的产品都是全部由我们超过100个工程师自主研发的。Ну и особенность наша является то, что все наши продукты, которые мы предлагаем, это наша собственная разработка, плод труда более чем сотни наших инженеров. 接下来我们会在 Q4会有我们的杠杆交易会上线，最近已经进入到测试阶段。Мы планируем выйти на биржу как юридическое лицо на QC, в четвертом квартале выйти на биржу, как делать листинг на бирже собственной компании. 同时我们的抵押借贷模块也会在 Q4 上线。Ну и то, что у нас будет дальше, мы будем развиваться с использованием привлечения средств акционеров. 下一个我想给大家分享的是 KuMax。 Я еще расскажу, что такое KuMax. KuMax 和当前整个行业里边的其他的交易所其实有一些特别的区别。На всем рынке, по сравнению с другими биржами, KuMax имеет определенные особенности. 我们首先从整个爆仓机制上面，我们有专门设计更稳定的指数，让在极端行情的时候，用户不会被轻易爆仓。再解释一下那个我们有独创的指数价格，防止爆仓，防止清算。是你们的股票的，有关你们的股票的。Okay, so
我想讲的其实是 KuMax 的话，是我们整个团队用了1年的，在 KuCoin 的基础之上精心打造的一个产品。Мы будем продвигать наш продукт в течение года на основе биткоина. 接下来有一个环节，我们 KuMax 整个产品的设计者也会和大家去简单做一些分享。Ну и разработчики нашей системы KuMax расскажут, что они делают в своих достижениях аудитории в дальнейшем. 因为时间的关系，我想到最后结尾想和大家再分享一些我关于整个行业的观点。Ну, поскольку надо, чтобы оставить время другим коллегам, хочу рассказать несколько своих основных соображений по тому, что я думаю по нашей отрасли. 其实当前我们内部有做过非常多的讨论，就是KuCoin 当下最重要的任务是什么？我们应该做怎样的产品？我们应该提供怎样的服务？ Мы в своем коллективе инженерном и коллективе единомышленников много обсуждали о том, какая должна быть основная концепция нашей биржи KuCoin, какие наши основные цели и каким путем мы должны двигаться. 其实这是个很难的一个问题。 Это сложный вопрос. 所以我就不断的在思考，整个行业如果在5年过后、10年过后，会是怎样的一个光景？ Мы постоянно думаем о том, что будет с нашей отраслью через 5 лет, через 10 лет, куда мы движемся. 就像曾经在98年，互联网我第一次接触互联网的时候，我其实并不敢相信，在20年后，当前的几乎在我生活的国家，包括在俄罗斯，有大部分的人他生活都离不开互联网。 Когда в обиход людей в 98 году впервые полномасштабно вошел интернет, мы не могли подумать, что в 2019 году интернет станет неотделимой частью жизни практически всех людей. 这一点上，我在整个加密货币行业，我看到了同样的一个潜力。 Я предчувствую, что у криптовалют примерно такая же перспектива, такое же будущее. 在我接触比特币这接近10年的时间里面，我身边的了解他的朋友，从最早的0到现在可能有超过数以千计。 Я уже больше 10 лет связан с криптовалютами и знаком с больше чем 1000 специалистов этой области. 所以我大胆的认为，在很短的时间，可能是10年、20年、50年过后，整个人类的生活都会和加密货币息息相关。 Поэтому я вижу, как количество пользователей криптовалюты увеличивается изо дня в день, и я уверен, что через 10, 20, через 50 лет криптовалюты войдут в жизнь каждого человека. 所以KuCoin现在我们做的事情是想让更多的新的人去进入到这个行业，去了解这个行业。 Поэтому, наверное, основной задачей миссии нашей системы KuCoin это привлечь как можно больше людей в эту систему, как можно больше новых, не сталкивавшихся раньше людей могли с этим соприкоснуться и понять, что к чему. 普通人进入到这个行业，可能是因为我们的交易。Но обычный человек через какие-то сделки на нашей бирже сможет как-то использовать уже криптовалюту. 有非常多优秀的创业公司、创业团队进入行业，可能是因为我们去发掘他们优质的、有潜力的项目。 И мне представляется, что много уже фирм, ориентированных на потребителя, нашли возможности для того, чтобы начать работать с криптовалютами благодаря тому, что существует
KuCoin как такой узел, такая биржа. 还有非常多的用户，可能是因为想尝试一种新的投资机会，或者想去了解一些新的区块链的知识。Ну и многих пользователей привлекает то, что в криптовалюте можно делать долгосрочные инвестиции, это новые средства вложения капитала и новые знания в том числе. 所以我认为之前我们还做的不够，我们的产品其实还比较复杂，不是非常适合新手。Но для популяризации и распространения знаний о нас, я чувствую, что мы еще сделали недостаточно много. У нас сложная вещь, которую сложно просто объяснить простыми словами. 所以今年从上个月开始，我们内部开始推出一个非常大的一个计划。И поэтому мы приняли решение с прошлого месяца, начиная, развернуть большой крупномасштабный план по популяризации нашей системы. 我们会我们会完全重新设计我们的产品，去最大化的让未来的新用户可以很容易的去使用和理解我们的整个产品。И мы приложим теперь отныне много усилий для того, чтобы наш продукт был обращен лицом к потребителю, чтобы простой человек, сильно с этим не связанный, смог понять и научиться пользоваться им. 而且我们在运营方面，我们会花非常多的精力在培育新兴的市场。И мы готовы тратить силы на то, чтобы готовить людей, выращивать новые рынки для себя. 我们希望通过自身的努力，在明年为整个行业带来500万的新的用户。我认为这是对于我们是非常重要的，对于整个行业也是非常重要的。Для нас, ну и для всей отрасли, мы считаем грандиозной задачей в течение следующего года привлечь 5 миллионов новых пользователей. 最后我认为这一切的发生其实与在座所有人都有关系。今天我相信今天坐在这里的，其实在未来来看都是先驱者。Ну и я считаю, что тем, кто смотрит в будущее, очень важно освоить эти новые инструменты, и это для всех будет большая польза и помощь. 很高兴在通往未来的过程之中，可以和大家一起携手并进。谢谢大家的支持。Ну, спасибо, что все пришли. Рад иметь такую возможность обменяться мнениями, поделиться своими знаниями. И буду рад нашему общению сегодняшнему. Thank you very much. Okay, so our next speaker is Simena Gordon from MXW. Here's your mic. One? Yes. Okay, nice. Привет. Thank you, KuCoin, for inviting us here tonight. This is my first time in Moscow. I'm really happy to be here. Всем привет. Я первый раз в Москве. Я очень рада здесь быть. И спасибо, что KuCoin пригласил. I'm going to share a little bit about what we do at MXW, and this is really exciting to be able to also share with you guys in the community about your other blockchain projects. So, let me... One second. Okay. Я сейчас с вами поделюсь, что такое MXW. Она очень рада, что она может с вами поделиться здесь на сцене. There you go. No, it's okay. I can talk about it. There you go. So MXW is a company that started last year, and our main goal, in very simple terms, is to connect societies, governments, and businesses to blockchain technology. And that may seem like something simple, but it really is hard to get to the point of mass adoption. Okay, so MXW will... В 2018
So the way that we implemented that, plan to solve that is to have KYC, know your customer, in all of our products in the ecosystem. Они считают, что KYC должен быть везде, поэтому они будут добавлять его во все свои продукты и все, что будет включено в их экосистему. And by having KYC, it means that everything that you do on our blockchain is secure because you know exactly who you're transacting with. Поэтому, если у вас будет KYC, мы сможем знать, что именно вы делаете, когда вы это делаете, и это придает вам безопасность. So starting September, we rolled out all of our products that we are going to do this year, except for one. В сентябре мы планируем запустить. You're going to start those. Am I right? You're going to start those. We started some. So yeah, these are the ones we started. Все, что на экране, все эти продукты уже запустились в сентябре. So starting September, we rolled out our mainnet, our SDK, our wallet, and our consensus mechanism, which is called governed delegated proof of stake. Запущено абсолютно все, что вы видите на этом экране, запустили. Governed delegated proof of stake in its first phase is going to have 65 nodes. Последний продукт, который GDPOC, how many? 65. У него будет 65 of Nodes. nodes. Yeah. Последнего продукта будет 65 нодов. And the difference to similar consensus mechanism is that anybody who does something wrong on the chain will be penalized by freezing tokens or even expulsion from the node ecosystem altogether. Поэтому если кто-то что-то будет делать неправильно, то оно будет либо блокироваться, либо вообще удаляться со всего этого процесса. So we rolled out our wallet on September 1st, and the first 2 weeks we got over $50,000. Again, I'm so sorry. We rolled out the wallet on September 1st, and we got in the first 2 weeks 50,000 downloads. Окей, в сентябре они запустили свое приложение, и сейчас how many? 50,000? На данный момент более 50 человек скачали это приложение. 50 тысяч. And we listed on the KuCoin exchange actually this Monday. И они залистились на KuCoin в этот понедельник. This Monday. Yes, это понедельник. And the thing that we're rolling out this coming few weeks is something that we call true asset issuing, which is the ability that you can tokenize any type of non-fungible or fungible assets in our chain. So, please repeat again. So we're rolling out in the next few weeks true asset issuing. В ближайших неделях они запустят True Asset Issuing Technology, which will allow you to tokenize any of your
всем странам, на всех метапах или чтобы предлагать народу именно эту программу. And we want to continue doing events like this. Они хотят продолжать делать подобные мероприятия. So we are looking for people who are willing to participate, and we will give them all the support that they need to have an impact in their community. Они готовы помогать всем людям, которые готовы участвовать в подобных мероприятиях и готовы предоставить вам любую поддержку. Some of these responsibilities include getting followers, posting on social media channels. Самое основное – это помогать им поставить новых пользователей, новых подписчиков в интернете. Connecting with influencers, etc. Сводить их с инфлюенсерами, сводить их с ютуберами, блогерами. And in return, you can get first access to all of our products, tokens, and the chance to travel with us to any of the meetups, all expenses paid. И в обмен на это у вас будет возможность получать их продукты абсолютно бесплатно, и вы сможете с ними путешествовать абсолютно бесплатно, это все будет на них. And that's basically it. If you have any questions or feedback. Если у вас, в принципе, это все, если у вас есть какие-то вопросы, то она готова на них ответить. Есть вопросы? What was the second issue? Oh, not the issue, I'm sorry, not the issue. So the first one was the KYC, the main thing, right, in the beginning, the first slides. Oh yeah. Yeah, and the second? It's basically identity. So by having your identity KYC. No. What was the second? First one was the KYC. The issue that we're trying to solve. Yes. Yes. The second one? And then it's not really an issue, but it's through identity, which means if once you're KYC, you also be able to tokenize your assets, not only just cryptocurrency. KYC, следовательно, это ваша идентификация, которая вам помогает, которая помогает показать, вы поняли, что он сказал, для всех идентификация поможет тоже во второй проблеме, в решении второй проблемы. Да, второй вопрос. С какими, хотел бы страны представить, с какими правительствами они общаются, потому что вы понимаете. With what governments, you were traveling a lot, with what governments are you actually, which governments are you actually communicating and collaborating? We can disclose this in like a few weeks from now when we launch the TAI, but I can't disclose Пока она any не может об collaborations этом right now. рассказать, это будет сказано примерно через 2 недели, когда они уже все запустят. Еще какие-то вопросы есть? По поводу безопасности, there is a question about the security. Была недавно ситуация с Гарантом, да, взломали телефон директором, когда играли там следствие. Как здесь вы пришли на тот вопрос? Okay, so there was a situation, some people just hacked the phone of the director of the whatever project, and how are you going to secure this kind of things? Like, how are you sure that no one is going to hack anything? How are you securing this kind of? Yeah. Well, security obviously is a priority. The way that one of the ways that we're planning to tackle that is through the consensus mechanism. Первое, с чем они постараются решить эту проблему, это механизм консенсуса. That is why we came up with what we think is an improved version of delegated proof of stake. What we think is an improved version of delegated proof of stake. В принципе, как бы одна из версий делегации proof of stake. What we call, and you saw in the presentation, called governed delegated proof of stake. So that means, that's just the name, sorry. Okay. That means that we are going to have on the first phase one super node and then other 65 nodes that would, I don't know if you want to. No, it's okay. You can say That you would want to. Okay. Okay, so these nodes would be basically support. They would follow a set of rules, and if any of them breaks those rules, they will have their assets within our blockchain, whether it is tokens or anything else, automatically frozen, or they would even be able to be kicked out, which means that also you can know exactly where
выставлено. Следовательно, оно все заблокируется, либо же, то есть оно либо заблокируется, либо вообще, в принципе, все удалится. Вот, поэтому на данный момент пока так решается. Also, if he has more technical questions on the technical side, Yes, you I'm want- not a technical person, but I can direct them to someone. Если у вас больше технических вопросов, у нее есть специальный человек, который именно разбирается во всех технических вопросах, и она может вас, в принципе, свести с этим человеком, и можете задать остальные вопросы. Есть еще вопросы? Скажите, что нет. Okay, so that was it, I guess. Thank you very much. That was Ximena Gordon from MXW. Next person is, can I have the clicker? Thank you very much. The next person is Tiffany Liu from Blockcloud. Here she is. Here we go, your mic, your clicker. Please, if you're clicking something, just click it here. I would even move there so it will be easier for you. Yeah, this is for the next one. Hello, Moscow, and hello, Russia. Hello, everyone. Всем привет, привет Москва, привет Россия. Каждому привет. This is Tiffany from Blockcloud. Это Tiffany из Blockcloud. And some of you may have heard this project before, and maybe a lot of you haven't heard it before. And today, I'm going to introduce this project to you. Многие из вас уже слышали про Blockcloud, кто-то из вас еще не слышал, поэтому я вам сейчас про него расскажу. And what we do is we're going to empower the next generation internet with blockchain. Они будут поддерживать следующую... They're going to... Sorry. So... 3, 2, 1. Maybe some. Yeah, the sooner. Они будут поддерживать следующий generation. It's okay. I think they will understand Следующее that. поколение, спасибо большое. Следующее поколение интернета с помощью блокчейна. Okay. So before the whole thing. Here. Oh, okay. I'm going to give you some background. So I'm going to introduce you a little bit of the evolution of the internet. And from this picture you can see, many years ago, this machine, these devices are very big in size. На данный момент на экране вы можете увидеть всю эволюцию интернета, и вы можете увидеть, что все эти компьютеры огромных размеров. And now they are getting smaller in Они size становятся все меньше и меньше and smart in и умнее. yeah. And now in the coming future, we're going to have more devices connecting into internet. В будущем мы будем иметь больше девайсов, которые будут подключены к интернету. But do you think the internet is ready for all these devices? Вы думаете, что интернет готов ко всем этим девайсам? I don't think so. Она так не думает. So maybe some of you have experienced this following situation before. Может быть, у кого-то из вас уже есть какой-то опыт использования данных. So when you are on a high-speed railway or on the metro, watching your favorite football game or on a video meeting. Может быть, вы ездили и хотели посмотреть какие-либо фильмы или игру в футбол в поезде, в скоростном. And the internet just keep being interrupted and И интернет постоянно обрывается, it feels really bad. и он очень плохой. But now you have Blockcloud. Но теперь у вас есть Blockcloud. Blockcloud is going to provide the constant connectivity for dynamic networks. Blockcloud предоставит вам постоянное подключение к динамичному интернету. And what we do is to improve the current TCP/IP. А можно, пожалуйста, потише, потому что человек выступает, и ей тяжело, и мне тяжело. Спасибо. And how can we do this? We have two magic things here. Как мы можем это сделать? Вот здесь есть две магические вещи на экране.
One is blockchain, Первый это блокчейн, which help us to solve the problems of trust, fairness, security, and incentive. которая помогает нам решить проблему с доверием, честностью, безопасностью, incentive. Что такое? And SCN help us to solve the problem of scalability and mobility. И решает проблему с It's okay. I'm sorry. It's okay. It's okay. And maybe this picture helps you understand Blockcloud better. Может быть, эта картина поможет вам понять Blockcloud лучше. So from the left side, you can see the really bad traffic jams. С левой стороны вы можете видеть огромное количество пробок. And on the right side, these cars are driving faster, safer, and more stable. Справа вы видите намного все быстрее, безопаснее и все не так загружено, точнее свободнее. So here, Blockcloud serves as the broadened road, and all these cars are just like the upper layer applications. Представьте, что все эти машины это приложение, и они все в Blockcloud. And we have a lot of use cases, and I'm going to introduce you the typical ones here. Она вам покажет сейчас то, как можно использовать их приложение, их функционал какой. And the first one is IoT, Internet of Things. Internet of Things. Первое вы можете увидеть то, что первый use case это IoT, Internet of Things. And in this use case, we have already collaborated with one of the world's top 500 companies. Они уже сотрудничали с мировыми топ-5 сотнями компаний. And actually, before Blockcloud, our funding team has already established another IoT company. So we are so very we have a lot of experience in IoT field. У Blockcloud уже есть определенный опыт с интернетом вещей, так как у них до этого они уже сотрудничали с компаниями. And the next one is 5G or edge computing. Следующее 5G, edge computing. And we all know 5G is just around the corner. And together with 5G, Blockcloud can provide better service for the self-driving cars. С 5G вам будет намного удобнее водить, безопаснее и удобнее водить машины. And the next one is cloud computing. Следующее это cloud computing. And I think in most of the modern offices, people are using this cloud to facilitate the working process. The most of the modern offices. Окей. Все модернизированные офисы используют большинство всех этих приложений. But it also causes a lot of problems to manage all these clouds. И очень тяжело, возникают проблемы для того, чтобы возникает очень много проблем, чтобы уследить за всеми этими клаудами, за всеми этими облаками, которые существуют в этих сервисах. Okay. And now with Blockcloud, you don't have to worry anymore. Теперь с Blockcloud вам не нужно по этому поводу беспокоиться. Because Blockcloud will help you to manage all these clouds and allocate them more better. Теперь с Blockcloud у вас не будет с этим проблем, потому что он поможет вам с полностью организацией всего этого. And the next one is streaming service. Следующее это стриминг сервис. I'm not sure how about it is in Russia. Now TikTok and these kind of apps are very popular in China and other countries. Она не знает, как у нас в России, но у них в Китае TikTok очень популярный сервис. And actually, for these streaming service providers, bandwidth and then CDN costs account for the 35%
to 50% of their cost. С этими сервисами Bandwidth and CDN занимает более 35-55 всего enterprise по стриминговому сервису. And now, Blockcloud can provide a better solution for that. И Blockcloud может предоставить более хорошее решение для всего этого. So, for all the end users, when you finish watching the video, you just need to click a button. После того, как вы закончили смотреть видео, вам нужно будет всего лишь нажать кнопку. And then you can share the content you have already watched to others. И вы можете поделиться этим контентом с другими людьми. This can greatly help the providers to downward the cost. This can To help cut the cost. to cut the cost. Это может помочь уменьшить стоимость. Пожалуйста, люди. And also, for the end users, you can make money by just clicking this button. So, by the end users, you can earn money by sharing this content to others. Когда вы шерите данный контент, когда вы его постите, вы можете с помощью этого заработать. And maybe you are interested in how is the project going. So first, we were established the end in 2017. Может быть, вам интересно, она немножечко расскажет про проект. Он был создан в 2017 году. And we were listed in the first project in this April. Listed. Они были заличены только в этом апреле 2019 году. Yes, and now the testnet is ready, and we are just waiting for a good timing to publish it officially. Сейчас все тестнеты готовы, и они просто готовятся к тому, чтобы запустить все это официально. And here, I'd like to show a small video with you. So from here you can see there are two pictures here. Okay. So the left side is recorded by Blockcloud. Yeah, the left one is recorded by Blockcloud. С левой стороны запись от Blockcloud. And the right one is recorded by another famous cloud provider. С правой стороны запись идет от другого проекта, который представляет облако. And so you can see when they are in motion, Blockcloud can detect it more precisely. Вы можете заметить то, что у Blockcloud качество и скорость намного лучше. Yeah. So this technology has actually been applied in Jiangsu Province Transportation Department. Эта технология была использована в системе транспорта в провинции Jiangsu. Yeah. Jiangsu is the place name. Yeah, I got it. Okay. And with this, they can monitor all this car situation better. С этим они смогут контролировать все, что происходит на дороге лучше. And next part, I'm going to introduce the core team of Blockcloud. Это core, это основная команда Blockcloud. And this is our CEO, Zhong Xingming, and he has a lot of titles, as you can see here. Это генеральный директор, вы можете увидеть, у него огромное количество регалий. Yeah, he's very young, just like Michael. Он очень молодой, так же как и Майкл. And this is our core team, and the relationship between each other are very special. Это все основная команда, и их отношения очень special. Очень хорошие отношения у всех. They are like startup partners, childhood friends, PhD classmates, senior schoolmates. Anyway, they knew each other before this company. Они знали все друг друга еще до того, как компания только начала функционировать. Они были стартап-партнеры, в школе вместе учились и жили вместе в колледже. And which made
Blockcloud team a very solid one. Поэтому это делает команду очень сильной. Слаженной. Не было такого слова. And also we have very, amazing advisory board. Like we have Oliver Hart, the Nobel Prize winner, and Frank Baker, the internet pioneer and former IEFT chairman, and a lot of У них others. огромная команда адвайзеров, замечательная команда адвайзеров, вы можете увидеть. And they are experts in the field of blockchain, internet technology, finance, and law, and etc. Они все профессионалы в своем деле, они все знают про блокчейн, про интернет. What else was there? Yeah. You say blockchain, интернет, law, Laws, закон, finance. финансы. Yeah. So they are providing advice and help to grow cloud in any field. Они предоставляют информацию и помощь для Blockcloud в любых возможных Okay. полях. And also we have a lot of wonderful partners here. И у них есть огромное количество прекрасных партнеров. Most of them are very famous in the world. А основная их часть очень знаменита. And with their help, we are growing stronger. Они могут... You can help? Did you say you can help? With their help, С их помощью они становятся сильнее. yeah. And this is the meetups we have done before. We have been to a lot of countries. Это Митап, который проводили ранее, Митапы, которые проводили ранее, они были проведены в количестве стран. Yeah, actually this is our second time to be here in Moscow and Russia. Это второй раз для них, чтобы они были здесь в Москве. Yeah, so it shows that we really attach great importance to this market. И это показывает то, что они очень переживают за их важность на этом рынке. Yeah. And now we have a very big community with more than 300,000 followers. У них огромное сообщество, у них более 300 тысяч подписчиков. Yeah. And we are very happy that we are very close friends and partner with KuCoin now, which is very strong. Они очень рады, что они сейчас сотрудничают с KuCoin, и это тоже помогает им становиться сильнее. So you are very welcome to trade a block, BLOC, the coin name of our on KuCoin. Вы добро пожаловать торговать Blockcloud BLOC на KuCoin. Yeah. And we have also has some other exchange available now. Yeah, so we have listed on OKEX, EX, and BCheck International, LBank, BitStack, and some other exchanges. Это все биржи, на которых они уже заличены, вы также можете торговать там. And I think in the beginning, maybe many of you have got a little brochure, the orange brochure. 1 second, please. Please. Пожалуйста, чуть-чуть потише, даже если вы говорите, потому что очень тяжело. Спасибо. So if you have the brochure, please remember to scan the QR code and join our Russian or English community. Если у вас есть брошюра, вы можете отсканировать английский, English or Russian. Российское сообщество. Всегда рады, либо можете сейчас отсканировать. All your questions will be answered there, and we will also have a lot of activities there, where maybe jobs. На все вопросы вам ответят там, у них там также проводятся airdropы. And thank you. Спасибо. Any Вопросы есть у вас? Вопросы? No? Да, есть. На какие рынки ориентирован продукт? На рынке Азии или на центральный Европу, на американский? Ну, по большей части. Which market are you targeting? Is it Eurasia? Is it Asia? Is it Europe? Actually, we are now focusing on all the markets besides China. Они таргетируют все, кроме Китая. Стараются таргетировать все, кроме Китая. So European is like we are focusing more on Europe
tokens? How many tokens do we have, and how many are on the exchanges? Like how many are trading? So the total the market cap is like 10 billion. 10? 100 billion. I think you can check it and then let the person know later. 10 billion. 10 million. 10 million. million. 10 million? 10 Billion. 10 миллиардов. Okay. And you can get more information about us in the community. И вы можете узнать больше информации у них в сообществе. Okay, thank you. That's it. Okay. One more question. Подскажите, вы в конце выступления советовали или призывали торговать этими монетами на разных биржах, насколько я понимаю, правильно? You just suggested to them, like advice to them, and asked them to trade your coin on different exchanges. Ну, последние месяцы, в общем-то, практически по всем монетам, ну, аналогичным, альтальным, там, называют как угодно, да, But the last months, all altcoins, the most of altcoins, наблюдается спад. И going down. отток желающих вообще как-то в этом деле участвовать. Торговля. Нет желающих, которые хотят участвовать в торговле. Like users that want to trade, like you have less people who's going to trade all those altcoins just because the price is all going down. Like all the market is going down with all altcoins. Фактически у них сейчас новая монета, а кому это будет интересно на падающем рынке? And you have a new coin, and who's going to be interested in a new token on the bear market? So I think that, it's a very good question for first. Хороший вопрос. So I think it is very yes, we always see the ups and downs in this crypto market. I think it's quite normal. Мы всегда видим и падения, и подъемы на рынке, и это вполне нормально. Because no one can guarantee a coin or a security will go up always to you, or everyone will be a rich man. Никто не может гарантировать то, что вы будете богаты. And so to your second part, I think if you have a very good insight to choose a very good project, I think it can live, it won't fail you in the end, like us. Если у вас будут хорошие инсайды, did you say insights? Yes, very good. If you have a very good insights. 我就说，如果你有特别好的见地，能够选到一个很好的项目，那这个项目最终它是不会让你失望的。Если у вас есть понимание вопроса, если вы понимаете, видите перспективу проекта, то когда рынок падает, вы можете сделать выгодные покупки и в будущем вы заработаете. 所以一个团队的背景以及它所在的区域非常的重要。Очень важно иметь представление о том, что стоит за этим проектом, что стоит за этим предприятием и какие у него перспективы развития. 这就是我觉得有些人在一开始的时候，他会选择投资比特币，并且坚持这个选项，然后他今天成了大家所羡慕的人。Ну, примером того могут служить те люди, которые на самых первых этапах выхода на рынок биткоина поверили в это, да, и теперь все им завидуют. 我总是认为，在这个行业，你需要相信有梦想，你才会成为那个最后你获得成功或者富有的人。На этом рынке, в этой сфере нужно верить в мечту. Если веришь и разбираешься, ты будешь богатым и счастливым. Thank you. Небольшой нюансик. В конце 2017 года очень много народу поверило в мечту. В общем-то, если кто там общается с людьми, да, многие из них сидят в не очень веселом состоянии, настроении. 2017年不少人都是相信这个梦想，但是现在都是失控，不是很理想的情况。因为就是从过去来看，所有的行业它都是会有起起伏伏。我觉得能够坚持，就是沉得住气，坚持过这个低谷之后，那接下来只能往上走，因为所有的事情都是有下有上这样子，不可能永远都是一条线。Но развитие никогда не бывает по прямой, и какую бы отрасль не возьмете, всегда есть спады и падения, всегда есть синусоида, да? И в этой синусоиде тот, кто зрит в корень и может угадать низкие точки, тот зарабатывает.
站在底面往上升的社会企业。这个的话，我觉得就像我们刚刚 Michael 所说的，他最后那句话，我觉得说的非常的好。在不久的将来，每一个人都会使用这个crypto， 这个时候就是他一定会往上走的时候。Ну и я бы хотел присоединиться к тому, что говорил Майкл в заключении, что как интернет когда-то был никому не нужен, так и криптовалюты сейчас находятся в детском состоянии, и через некоторое время криптовалюты будут нужны всем. 然后非常感谢他对我们的项目以及对这个行业这么感兴趣，然后我们项目会给他一个$50等额的我们的币作为一个感谢他的支持。就是如果他进入他注册了50就说。不，他现在只要加入我们的群，然后跟我们的管理员就是联系，我们会给他$50的我们的币免费的。Значит, для всех, кто сейчас зарегистрируется в нашей системе, мы дарим на $50 нашу, так сказать, монету бесплатно. Пожалуйста. Можно узнать, какие задачи выполняет блокчейн в этой системе? 你们的这个区块链的一个作用是什么？ Правильно ли я понял, что он только для оплаты трафика распределен? 是不是只有为了付你们的网络费，就是分配的网络费？首先非常感谢他的问题，就是他刚刚有认真在听。我们不是一个专门做区块链的项目，我们是一个做互联网底层的，但是区块链只是作为一个帮助我们更好实现下一代互联网的一个手段。Мы не являемся блокчейн проектом в чистом виде, мы являемся проектом, обеспечивающим развитие интернета на более глубинном уровне. Вот, и блокчейн, и в частности биткоин, это для нас просто способ контактировать с самыми передовыми технологиями, идти в ногу со всем рынком, и таким образом получать поддержку и поддерживать это направление. Thank you. 谢谢。他也会得到一个$50的礼物，就是我们的币。Вы тоже бесплатно получите на $50. Thank you. And if you 如果你们有更多关于我们项目的问题，欢迎加到我们的群，然后我们会一一解答。这个。Вы, если интересуете, можете скачать этот баркод и зайти зарегистрироваться в группе. Они с удовольствием ответят на все вопросы. Thank you very